Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. После того, как Мелек узнает о свадьбе и ворвется на нее, она кричит при всех: «Я развожусь с тобой, Серхат ага», и уходит. Когда Серхат собирается броситься за Мелек, Йылдыз останавливает его, говоря, что преследовать ее при всех нехорошо, и хватает за руку. В этот момент раздается выстрел, и человек Мирьем Ханем, Иззет, собирается выстрелить в Мелек, но Халим, похитивший отца Мелек, стреляет в Иззета, спасая его от расстрела. Серхат и его люди хватают оружие и бегут на звук выстрела. Пока Серхат опасается, что с Мелек что-то случилось, Мелек стоит в углу в ужасе. Они тут же забирают Мелек и отправляются в особняк. Возвращаясь со свадьбы, Султан Ханем звонит Мирьем Ханем и сообщает ей, что ее муж Иззет мертв. Она бросает трубку, говоря, что сама виновата в дальнейшем кровопролитии. Затем появляется Зиян ага, дает Мирьем пощечину, ругает ее и говорит, что они будут стучать в ее дверь, требуя объяснений. Мирьем Ханем говорит, что не остановится: «Моя дочь не будет моей второй женой, и я не остановлюсь. Если я стану женой, эта девушка больше никогда не появится перед моей дочерью». Когда Серхат прибывает в особняк и сталкивается с Султан Ханем, он просит Акифа подготовить мужчин, говоря: «То, о чем ты меня просил, достаточно. Они хотели убить мою жену, и им придется заплатить за это». Акиф и Султан Ханем уговаривают его успокоиться. Когда Серхат пытается вытащить Мелек из машины, Мелек упрямится, крича: «Это не мой дом, это не мой дом», и что ей плевать на твой статус аги. Серхат говорит: «Если ты этого не сделаешь, мы все умрем. Не заставляй меня убивать тебя. Я не хочу». Мелек выходит из машины и заходит в дом, но Йылдыз насмехается над ней: «Врач умер, родился Серхат ага, ты развелась со мной, и я забрала его». Мелек и Йылдыз спорят из-за Серхата, и Мелек говорит: «Мне тебя жаль. Серхат никогда не полюбит тебя так, как ты хочешь. Он тебя только жалеет». Йылдыз хватает Мелек за шиворот. Приходит Султан Ханем и разнимает их, ругая обеих. Она пытается поставить Мелек на место. «Ты ничего не понимаешь. Через эту дверь либо мои сыновья мертвы, либо придет жандармерия и заберет их обоих в тюрьму. Ты останешься без хозяина и без мужа. Осознав всю серьезность ситуации, молись, как я, или иди в свою комнату». Мелек идет в свою комнату и плачет, вспоминая, как они с Серхатом говорили: «Я люблю только тебя, и я принадлежу тебе». Серхат в сопровождении своих людей врывается в особняк Зияна аги. Зиян ага сталкивается с ними, и Серхат требует объяснений: «Зачем поднимать руки на мою жену?» Зиян ага отвечает: «Ты прав, но сначала ты должен меня выслушать». Серхат отказывается, говоря: «Мне больше ни о чем с тобой говорить». Зиян ага настаивает на разговоре и уговаривает Серхата поговорить наедине. Прежде чем Серхат успел что-либо сказать, он сказал: «Только один из нас переживет это сегодня, ты или я». Зиян ага ответил: «Даже не говори, мы оба переживем это». Он показал Хельмибею видео, где он был с другой женщиной, и выяснилось, что у мужчины было все, включая огромное количество карточных долгов. Когда Серхат спросил, где он это нашел, он вспомнил момент, который дал ему его племянник Далян. Они говорили о том, что если эта запись будет опубликована, Йылдыраны будут опозорены, и он отдаст все, чтобы получить ее от тебя. Не спрашивай Серхата о твоем винограднике и винограднике. Вопрос в том, чем ты готов пожертвовать ради этого. Если это будет опубликовано, авторитет твоего аги пошатнется, а твой тесть умрет». Когда Серхат спросил: «Чего ты хочешь?», Серхат спросил: «Ты откажешься от обширных земель у реки и вышвырнешь горожанку из особняка?» Если бы Султан Ханем выбрала кого-то другого, то это была бы моя дочь Йылдыз. Серхат ответил: «Зиян ага моя жена, Мелек». Зиян ага сказал: «Знаешь что, если это увидят, существование твоего аги не будет стоить ни гроша. Решай сам, это твой выбор». Серхат выскочил из комнаты и сказал Акифу: «Собирай людей и уходи», добавив: «Мы поговорили с Зияном агой и достигли соглашения». Когда они уже собирались уходить, он столкнулся с Аширом.
Серхат рассказал Аширу о шантаже отца и сказал: да накажет Бог даже самых благородных из его врагов. Отец был прав, поехали, сказали они, сели в машину и уехали. Нергис Ханем говорит Хильми Бею: если ты что-то скрываешь, не скрывай от меня. Серхат звонит Хильми Бею и просит о встрече. Серхат говорит, что ему нужно поговорить с тобой наедине, и добавляет, что есть кое-что, что нельзя обсуждать по телефону, поэтому он пришлет место. По дороге Акиф давит на Серхата, что случилось, что заставило нас повернуть назад. И просит его объяснить, что произошло. Серхат в гневе останавливает машину и выходит. Он говорит ей, что есть изображение Хильми Бея, и поэтому он попросил меня выгнать Мелек. Акиф говорит: выгони ее. Серхат злится, утверждая, что она его жена и что он хочет не только ее, но и землю у реки. Акиф говорит: это хитрый человек, эта земля для добычи полезных ископаемых, она слишком ценная. Севди узнает о покушении на Мелек, врывается в особняк Султан Ханем, требует встречи с Мелек и уходит. Хотя Султан Ханем трудно уговорить, она соглашается. Пока Мелек плачет в своей комнате, Севди настойчиво стучит в дверь, входит и крепко обнимает ее. Когда Мелек сообщает Севди, что уходит, Севди отказывается, говоря: нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы сможем попрощаться. Пока Султан Ханем с нетерпением ждет сыновей, Нургуль плачет и говорит: по крайней мере, мне не придется ждать ребенка. Султан Ханем утешает ее. Прибывает Серхат Ага и его люди. Султан Ханем вне себя от радости, и когда Серхат просит ее успокоиться: мы поговорили и решили проблему, Султан Ханем приходит в ярость и спрашивает: тогда зачем ты подожгла дом? Серхат несколько раз стучит в дверь Мелек, но Мелек не отвечает. Когда Севди говорит, что Мелек упряма и горда, Серхат отвечает: я знаю, что она моя жена. Приходит Елдыс и требует объяснений, почему она играет с другой женщиной на деревенской площади. Затем она благодарит Серхата за то, что он не причинил вреда моему отцу и брату. Серхат, сказав: я еще не сказал своего последнего слова, покидает особняк. Серхат разговаривает с Хильми Беем. Тем временем Далян пытается убедить его в необходимости денег, которые он дал Халиме. Хильми Бей сожалеет о своих действиях, и когда Серхат спрашивает Зияна Агу, кто получил эту запись, тот отвечает: они охотились за землей у реки, Халим Бишир, и это был их план с самого начала. Мне очень жаль. Когда Ашир остается наедине с отцом и спрашивает Серхата о шантаже, Зиян Ага объясняет ему все произошедшее. Ашир спрашивает: разве это подобает нам? Что мы, организация или мафия? Когда Зиян Ага злится, он спрашивает: что бы я делал, если бы ты был отдельно от меня? Ашир говорит, что лучше бы мы умерли, чем делать это. Зиян Ага говорит: ты охотишься за мной, так что можешь делать, что хочешь. Пока Нергис Ханем пытается выведать у Акифа, о чем говорили Серхат и Хильми Ханем, Нергис Ханем падает в обморок, когда Акиф проговаривается, что замышляет убийство Мелек. Елдыс разговаривает с Султан Ханем, настраивая ее против Мелек, и объясняет, что они узнали, что причина непролития крови в том, что они загнали Серхата в угол, что у отца Мелек непристойные образы и карточные долги. Если все это раскроется, Серхат не потеряет ни своего статуса господина, ни своего достоинства. Узнав об этом, Султан Ханем бросается к двери комнаты Мелек с криком: «Уходи, давай поговорим». Когда Мелек открывает дверь и спрашивает, что происходит, Султан Ханем хватает Мелек за руку, вытаскивает ее из особняка и толкает на землю. Они возвращаются в особняк с Серхатом и Акифом. Как только они выходят из машины, раздается голос Мелек: «Хватит. Пусть и твой особняк, и твой род провалятся под землю». Султан Ханем дает ей пощечину. Серхат видит это, поднимает Мелек и гневно заявляет: «Ты никого не можешь выгнать из этого особняка, пока не расскажешь Султан Ханем». Хильми Бей и Нергис Ханем приходят с Серхатом и отводят Мелек в комнату. Когда Султан Ханем спрашивает: «Что сделала тебе твоя жена? Ты все еще защищаешь ее отца?» Серхат спрашивает: «Где ты этому научился?» Султан Ханем злится и говорит: «Я могу узнать, если захочу». «Ты что, меня за двухдневную Агу принимает?»
Серхат резко кричит на мать, требуя, чтобы она впредь не поднимала руку на мою жену. Султан Ханем говорит, эта девушка и ее семья уйдут. Мелек и Нергис Ханем в гневе собирают вещи и уходят, а Хильми бей во всем признается и извиняется. Серхат и Акиф совершают налет на Халима и берут его в заложники. После того, как Серхат стреляет в Халима и возвращается в особняк с братом, Акиф тут же звонит Елдыс и говорит ей, что у Серхата есть шанс завоевать ее сердце. Елдыс тут же варит кофе, подходит к Серхату в ночной рубашке и массирует ему запястье, становясь очень близкими. Мелек, увидев их, в гневе молча возвращается в свою комнату, но Елдыс радуется увиденному. Султан Ханем просыпается от кошмара, в котором Севди пытается ее задушить, с трудом дыша. Не в силах избавиться от кошмара, она выходит на улицу, чтобы отдышаться. Мелек собирается подслушать комнату Елдыс, но Елдыс открывает дверь и быстро уходит. Елдыс ищет Серхата, не так ли? Он уже ушел, но не волнуйся, он в своем кабинете, и мы будем спать вместе каждую ночь, когда тебя не будет. Когда Зия Нага думает, что захватит всю страну, и спрашивает, выслали ли Мелек, Серхат вручает ей долговое обязательство, в котором говорится, что никто никуда не уедет, так что в этом нет необходимости. Затем он протягивает ей несколько фотографий, чтобы показать запись. «Я готов терпеть унижение здесь, с семьей, но готова ли ты терпеть унижение в Анкаре?» Фотографии Далян меняют ситуацию. Султан Ханем встречает Мирьем Ханем и угрожает сбросить ее со скалы. Когда Мирьем спрашивает, что ей известно о Мелек, Мирьем отводит взгляд. «Султан Ханем, вы узнали, что Мелек – дочь Зияна Аги?» Мирьем Ханем спрашивает, если вы знали, почему не позволили мне убить ее? Она что, родит вам внука? Султан Ханем отвечает, эта девушка уйдет из особняка. Это не наша главная забота, Севди. Она говорит им, вы знаете, кому послать своего человека. Держитесь подальше от моего дома и сада. Затем она уходит. Ашир говорит, что тайно встречается с Йылдызом и передает ему флешку с изображениями Хильми бея. Она говорит, что передаст ее Серхату и скажет ему, что мой брат ничего не знает. Йылдыз спрашивает, что в ней, и знает ли об этом мой отец. Ашир говорит, отдай это Серхату, а я сделаю то, что правильно для нас. Когда Йылдыз спрашивает, зачем ты это делаешь, она отвечает, нам такие вещи не подходят, и я не хочу, чтобы мою жизнь там осмеивали. Йылдыз, брат, обнимает она его и уходит. Хильми объясняет, что Серхат решил проблему и предлагает нам уйти. Мелек говорит, ты иди в отель, я буду с тобой, мы вылетаем первым же рейсом домой сегодня вечером. Когда Хильми не хочет, чтобы она оставалась, Мелек говорит, мне нужно поговорить с Серхатом. Нергис отвечает, да, дорогая, нам не хочется на него смотреть. Поблагодари его за то, что он сделал, чтобы не было похоже, что он сбегает. Когда Хильми спрашивает Мелек, может ли она простить его, Мелек отвечает, просто будь вежливой. Йылдыз смотрит запись с господином Хильми во флешке и начинает шантажировать Мелек этим кадром. Она угрожает Мелек, у меня есть видеозапись твоего отца, так что я посмотрю, насколько сильно ты его любишь. Ты сегодня покидаешь этот особняк. Если ты отступишь, я выложу эти кадры в интернет. Когда Мелек говорит, если ты выложишь их в интернет, мой отец убьет тебя, Йылдыз спрашивает, моя жизнь дороже твоей, и добавляет, ты покидаешь этот особняк. Когда Мелек пакует чемодан, они встречают Серхата. На вопрос Серхата, что я еще сделала, кроме того, что любила тебя. Мелек отвечает, ты заставил меня заплатить за это, и ты любишь меня, а она отвечает, выйдя замуж за другую и убив мужчину, которого я люблю. Серхат отвечает, я больше не буду тебя уходить. Когда Мелек прощается и уходит, Йылдыз протягивает ей фонарик у двери и говорит, мое слово, мое обещание. Тем временем Султан Ханем возвращается в особняк со словами, слава Богу, мы тоже это видели. Мелек вспоминает, что Севди рассказывала ей о своей матери. После того, как Мелек бросает фонарик на землю и раздавливает его ногой, она возвращается в особняк и кричит, чтобы все ее слушали, я, Мелек Йылдырын, не выросла на этой земле, но я переродилась здесь.
Отныне я буду жить и укореняться на этой земле, и я буду хозяйкой этого особняка. Пока Йылдыз и Султан Ханым глубоко расстроены, Мелек хватает Серхата за руку и говорит: «Я наследница султана Аны, законной жены Серхата Аги». Затем, к всеобщему удивлению, Мелек целует Серхата в губы. Когда Серхат забирает ее вещи в гостевой комнате, Мелек ошеломлен. Мелек говорит: «Твоя кожа никогда не коснется моей, пока Йылдыз не покинет этот особняк. Ты будешь спать одна, будь то одну ночь или всю оставшуюся жизнь». На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.